Добрый день, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы продолжаем разбор скандала в Ощадбанке в городе Львов, но разбираем не только его, но и также системные проблемы, которые разрывают наше общество. В правовой державе ли мы живем? Имеет ли право Львовская политехника, выпускающая юристов, присваивать эту квалификацию, если сама нарушает закон и молчит о своей репутации? Повод – конфликт в Ощадбанке, где ветеран Роман Яворский поссорился с Василием и Ольгой Пилипишиными из-за внеочередного обслуживания. Политехника уволила их. Но законно ли это? А еще во Львове идет суд по делу об убийстве Ирины Фарион, работавшей в политехнике. И дело Вячеслава Зинченко стало апофеозом поляризации общества. Университет, Львовская политехника, вместо того, чтобы защищать свою репутацию, самоустранился. Плюс слова Максима Жорина о том, что Украина якобы не готова к ветеранам. Разберем по фактам, с иронией, без хайпа. Подписывайтесь, ставьте лайки, поехали. Итак, что произошло? 5 мая 2025 года ветеран войны Роман Яворский пришел в Ощадбанк во Львове оформить карту по инвалидности. Его обслужили вне очереди, как того требует закон Украины о социальной защите ветеранов войны. Правда, есть нюанс, неизвестно, предъявлял ли Яворский свое удостоверение ветерана. Но пока без этого. Василий и Ольга Пилипишины, стоявшие в очереди, начали возмущаться и подвергли сомнению его ветеранский статус. Ну, действительно, если человек не предъявляет удостоверение, то руки, ноги есть, какой ветеран? Ну, еще, причем он говорит, по инвалидности, да? В общем-то, сомнения такие более или менее обоснованы. В результате ссора, видео, соцсети, а видео Яворский снимал без согласия Пилипишиных, Янина Соколова с блогерами, которые раздувают скандал, выставляя Пилипишиных чуть ли не предателями, врагами нации. Львовская политехника, где Василий Пилипишин работал прорабом, а Ольга Пилипишина гардеробщицей, моментально увольняет обоих, заявляя о грубом поведении. Вместо того, чтобы показать пример законности, ВУЗ, который готовит юристов, сам нарушает правовые нормы. На фоне этого дела об убийстве Ирины Фарион, бывшей сотрудницы политехники, где общество раскололось из-за Вячеслава Зинченко, тоже набрало оборотов. Политехника здесь тоже замешана. Давайте разбираться. Начнем с Василия Пилипишина, прораба отдела главного механика. Его уволили вчера, 6 мая, через день после инцидента, за поведение, несовместимое с ценностями. Но по какой статье? Университет не уточнил, и это уже тревожный сигнал.
Скорее всего, они применили статью 40 Кодекса законов о труде за действия, якобы дискредитирующие вуз. Но где доказательства ущерба, который якобы нанес вузу Василий? Их нет. А процедура увольнения за один день говорит, что ее проигнорировали. Есть еще статья 41 за аморальный поступок, за который в свое время была уволена Фарион, но она исключительно для педагогов, а не для прорабов. Пилипишин поссорился в банке вне работы. Это не повод для увольнения. В правовой державе нужны факты, а не эмоции и хайп. Если Пилипишин подаст в суд, у него есть шансы оспорить увольнение и выиграть его. Без доказательств и процедуры такое увольнение незаконно. Но кто дискредитировал себя? Политехника, которая учит юристов, а сама нарушает ГЗОТ. Если вуз игнорирует закон, как он может выпускать квалифицированных юристов? Это не просто репутационный провал. Это вопрос о праве присваивать юридическую квалификацию. Политехника позиционирует себя как лидер образования, но действует как жертва хайпа, поддавшись давлению Соколовой и соцсетей. И это не единственная их проблема. Дело Фарион только усугубляет ситуацию. С Ольгой Пилипишиной вообще полный абсурд. Университет заявляет, что уволил ее за скандал. Но ее трудовой договор истек 30 апреля 2025 года, за 5 дней до инцидента. Она не была сотрудником Львовской политехники. Как можно уволить того, кто не работает? Это либо грубая ошибка, либо пиар-ход, чтобы показать, дескать, мы всех наказали. А Василий Пилипишин? Может быть, никакой статьи и не было. Может, просто его уволили по истечению срока трудового договора задним числом. Кто его знает? Для вуза, выпускающего юристов, это позор. Распространение ложной информации в отношении Ольги Пилипишиной, что якобы ее уволили, это потенциальная клевета. Ольга могла бы подать иск за ущерб репутации, и суд, скорее всего, был бы на ее стороне. Политехника, которая учит студентов разбираться в законах, не удосужилась проверить факты. Это ставит под сомнение не только репутацию вуза, но и его право готовить юристов. Если такие ошибки допускаются, чему такой вуз может научить студентов? А теперь к еще одной тени над Львовской политехникой. Во Львове идет суд по делу об убийстве Ирины Фарион, языковеда и бывшей сотрудницы университета, застреленной 19 июля 2024 года. Подозреваемый 19-летний Вячеслав Зинченко. И вот что важно, доказательства его вины и причастности к убийству до сих пор под вопросом. Зинченко отрицает вину, заявляя, что никого не убивал. Следствие же считает его исполнителем. Но мотивы и заказчики не ясны.
это дело стало апофеозом поляризации украинского общества. Одни кричат «Свободу Зинченко», «Волю», другие «Пожизненно». Ну, я, например, рекомендую кричать «Презумпция». Соцсети и СМИ, включая посты на X, показывают, как люди разделились на два лагеря, не дожидаясь окончания суда. А что делает политехника, чья сотрудница Ирина Фарион стала жертвой? Молчит. Университет самоустранился от своей репутационной проблемы, связанной с делом Фарион. Есть подозрения, кстати, обоснованные, что именно университет мог выступить в качестве заказчика убийства Ирины Фарион, не желая ее реального возвращения после восстановления на работе по суду. И вместо того, чтобы занять позицию в деле об убийстве Фарион, поддержать справедливое расследование или хотя бы выразить соболезнования без хайпа, ВУЗ предпочитает отмалчиваться. Люди орут довечно, волю, а политехника молчит, занимается выборами. Но выбрали уже. Подайте голос. И это молчание политехники – это еще один удар по ее репутации. Политехника, которая должна быть примером законности и ответственности, уклоняется от участия в общественной дискуссии. Дискуссию ведут такие одиозные каналы, как НТА. Кстати, недавно они получили общественное порицание от Союза журналистов за нарушение журналистской этики. Так вот, Львовская политехника молчит. А ведь дело Фарион, как и скандал с Пилипишинами, показывает, как легко общество раскалывается, когда эмоции побеждают факты. Вернемся к Ощадбанку. Этот скандал не только о политехнике, но и о системных проблемах. Майор ВСУ Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады, заявил, что Украина, дескать, не готова к такому количеству ветеранов, и демобилизация только усугубит ситуацию. Он подчеркнул, что ветеранскую сферу должны возглавлять сами ветераны, а не какие-то там посторонние. Случай в Ощадбанке – пример этому. Яворский имел право на внеочередное обслуживание, если только он предъявил свой документ. Но вместо поддержки он столкнулся с конфликтом. А государство вместо системы поддержки ветеранов позволяет блогерам, таким как Соколова, раздувать скандалы, разделяя общество. По данным Международной организации по миграции, 370 тысяч ветеранов уже пытаются реинтегрироваться в Украине. И многие из них сталкиваются с непониманием. Жорин прав. Инфраструктура для ветеранов от реабилитационных центров до социальных гарантий не готова. В Украине один центр для лечения спинальных травм в Ровно на 100 коек. А бюрократия. Для протеза нужно собрать 12 документов. Это не поддержка, это препятствие. Политехника могла бы показать пример, уважая права всех, ветеранов и сотрудников. Но вместо этого она умыла руки, уволив Пилипишиных без законных на то оснований, подлив масло в огонь общественного раскола.
это не только дискредитация вуза, но и отражение нашей неготовности к ветеранам. Итак, что мы имеем? Львовская политехника дискредитирует себя, увольняя Василия Пилипишина без процедуры и доказательств, предположительно по статье 40 Кодекса законов о труде, хотя это шатко. Увольнение же Ольги вообще абсурд, ведь она не работала. Вуз, выпускающий юриста, плюет на закон, ставя под сомнение свое право присваивать юридическую квалификацию. А дело Фарион. Политехника молчит, пока суд над Зинченко раскалывает общество, где нет четких доказательств его вины. Максим Жорин прав. Украина не готова к ветеранам. Вместо поддержки мы видим конфликты, как в Ощадбанке, и отсутствие инфраструктуры. Политехника могла бы быть примером уважения к закону, но поддается хайпу Соколовой. Соколова греет руки, зарабатывая на таких скандалах, разделяющих общество. В правовой ли державе мы живем? Пока такие случаи происходят, нет. Если Пилипишины подадут в суд, у них есть все шансы выиграть. Но главное, нам нужно уважать закон, а не эмоции толпы орущей. Что вы думаете? Дискредитировала ли себя политехника? Готова ли Украина к ветеранам? Пишите в комментариях, предлагайте темы для разборов, ставьте лайки, подписывайтесь, поддерживайте канал донатами и до новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков. И помните, правовая держава начинается с каждого из нас.